Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Liquid Gold, снизу Asus, токсиновый генерал Гла, Доктор Тракс. Сверху стартует Рейдж, ядерный генерал Китая Тао. Итак, перед вами легендарные бойцы на не менее легендарной карте. Рейдж, победитель мировой серии 2014 года, ныне не активен. Ранее я снимал реплей с его участием, ссылка будет в описании. Asus занимал третье место на ВС 2019 года, где одолел не менее легендарного игрока Каро. Последний раз я слышал имя Asus в 2022 году. Он отобрался на мировую серию, но в первом же раунде он проиграл Big Size со счетом 5-1. Да, здесь у него никнейм Ovencover, но тем не менее это, ребята, Asus. Ну что ж, норочка на центр. Liquid Gold очень большая карта. Очень большое количество вышек и очень много ресурсов. Глашник делает все правильно. Он сразу же выходит на центр под домики, ставит свою норку. Также есть подрывник на тот случай, если поедет вперед Саполтрак, сразу же можно будет подорвать. А может быть и какой-нибудь даже ядерный Батлмастер. Ну что ж, нора готова. Ракетчиков можно рассаживать справа. Гла делает все то же самое. Также ставят норку под домик. Ракетчиков можно в домике рассаживать и уже будет прикрытие по флангам. Побежал также подрывник контролировать Саполтрак. Есть военный завод от Рейджа и побежал красногвардеец на захват вышек. На мейне их уже две, ну и слева здесь близко к мейну третья. И также захватывается вышка Рейджем. Слева саплай качает, через казарму, естественно, идет захват и нет пропаганды, то есть не через лотос, через красногвардейцев. Военный завод готов, как я ранее говорил, и Батлмастер поехал на правый фланг, а там рабочий от Асуса бежит, и можно его уже отконтролировать. Домик занял Асус на центре, а слева побежал Ребель токсиновый, подчеркиваю, отменять захват, но Рейдж уже вышку взял. Асус, в принципе, может пробовать перехватывать, у него уже есть также изученный захват. БМ поехал справа далее, здесь вышки не захватываются, есть токсины нора, если там дофига ракетчиков, то, в принципе, можно попробовать уничтожить этот Батлмастер, а Ребель токсинов забегает еще ближе по карте. Кстати, можно забежать, но уже, правда, заминировать здесь саплай, но можно было попробовать забежать и отменить дозер. Токсиновый Ребель, в принципе, должен очень даже быстро справляться. БМ пока остановился. Что же касаемо Азуса, он здесь закрывается к рабочей казарме, саплай качает. Две казармы на центре мейна, наверное, так скажем. Вышка захвачена, да. Слева военный завод, саплай и норкой прикрылся здесь. Асус направо, поехала техничка. Кстати, ракетчик сел в домик и минус ядерный Батлмастер. Две технички уже справа катаются. Красногвардеец побежал вперед. Ну, Батлмастер должны справляться с техничками, в принципе, очень легко. Вот подрывничок, ну, может успеть и добежать даже, кстати говоря, если Рейдж не отконтрит этот момент. Да, и минус Батлмастер. Надо было уезжать. Почему-то не было здесь контроля. Слева поехал танк-дракон и ядерный Батлмастер. Ну, тут ракетчики сидят, как бы БМами, наверное, не стоит сейчас тут раскатываться. А вот драконом пожигать эти дома было бы неплохо. И техничка пошла вперед. Что там есть? Может, какой-нибудь подрывничок? А может быть, ракетчики? Нет, а там подрывник и ракетчик. И можно взрывать. Да, и минус еще один Батлмастер. Разжигает стена огня, но танк Скорпион пока без грейда на ракеты, в принципе, справится с танком-драконом очень даже легко. И выход от Рейджа третий саплай. Но очень странно, почему Рейдж не захватывает вышку у себя на базе, в то время как Асус вышки все свои, в принципе, взял. Слева также вышку захватывает. Ну вот борьба за центр сейчас вовсю идет. Опять БМ идет вперед. И минус. Сразу же ракетчики его просто избивают. Разжигает стена огня. Здесь техничка. Плюс ракетчик. Бьют дозер. Я думаю, что где-то есть второй. А вот он как раз прикрытый минами. И бункер тут стоит. Как бы подъехать будет проблемно. Но минус один. Но БМ отконтрил и техничку, и ракетчика. Ну и здесь проехать не получилось. Также все контролирует Asus. Тем временем опять техничка идет вперед от нижнего бойца. Но ее контролят Батлмастера. Плюс в домике здесь сидит пехота. Разжигается. А нет, не стена огня. Хотел здесь пробить просто по танку Скорпиону Рейдж, не разжигая стенку, но дракона будет, да, плохо, просто уничтожают его, ну, хотя бы не дал захватить Асусу вышку, но вот этот вот очень интересный момент на самом деле. Строит Асус норку прямо под вышкой, и можно просто выбежать тем же Ребелем, перехватить ее, а можно и выйти целой армией каких-нибудь квадов и Скорпионов и начать просто бить правый фланг Рейджу, а тем временем БМ заходит под военные заводы, и, кстати, у Асуса уже два настоящих и один фиктивный.
активный, скажем так, и, ну, БМу, правда, приходит конец, то есть ничего он, в принципе, здесь-то и не сделал. Асус все контролирует. Асус также и на центре, в принципе, окопался, да, здесь Норрис, одна строится, Саплай начинает качать и захватывается центральная вышка. Справа же пока никто вышки не захватил. Но тут Рейдж всячески мешает. Вот в данный момент просто переехал Ребеля по своим постам, и все, захват не состоялся. Саплай заминирован. Танки Скорпиона уже с грейдом на ракеты работают по саппортракам. Один уничтожать с помощью ракетчиков в домике, но еще ближе подъехать не удалось. Уже очень большая армия у Рейджа. У него уже ядерные оверлорды и куча ИЦМ, плюс 2 БМа. Ну и посмотрим, как сейчас будет Асус справляться с этой ордой. Надеюсь, что очень много ракетчиков сейчас в этих домиках, но судя по выстрелам, тут по одному, по два максимум. Да, по одному ракетчику, но тем не менее Рейдж получает, в принципе, по своему лбу. Ну и Асус также огребает. Но я думаю, что все-таки в этой дуэли-то Рейдж будет посильнее. Но у Рейджа проблемы на правом фланге. Нора, как я ранее говорил, достроилась. И танки Скорпионы, плюс ракетчики сейчас идут вперед и лишают экономики верхнего бойца. Уничтожается Саплай. Саплай минус, даже распродаться не удалось Рейдж. Саппортраки также идут под снос, но и надо бить военный завод. А Рейдж наступает на Асуса на центре. Вышку будет уничтожать. Не будет он ее перехватывать, хотя можно было бы лотосом-то поработать. Кстати, я его почему-то до сих пор не вижу, хотя есть уже и пропаганда, есть казарма, не знаю, почему нет. И до сих пор не захвачена вышка у себя на базе. Рейдж почему-то ей пренебрегает. Один БМ здесь пытается бодаться со Скорпионами, возможно, даже и сможет. И ЦМ-ка пришла помогать, тут только один ракетчик остался. Жалко только, что Асус убил только Саплай, военный завод добить не удалось, может быть, нужно добавить, да, и вот как раз Асус-то этим и занимается. Военный завод сейчас пойдет под снос. Но Асус теряет позиции в центре. Рейдж идет вперед, армия у него достаточно большая. Саппортраки он на своем третьем Саплае восстановил, но на данный момент он все-таки второй, потому что справа Саплай потерян. Военный завод также пошел под снос. Здесь все заминировано, пока Асус не проедет, вышку можно перехватывать. Рабочий ставит каркас еще одной норы. И, кстати, Асус, похоже, что взял нефтяные вышки справа. Здесь также, напоминаю, есть коробки. И нефтеперерабатывающий завод. Также за Асусом у него теперь сейчас скидка на юниты, арт-удар. И плюс ковровая бомбардировка. И посмотрим, сколько же зданий сейчас у Асуса-то отнимет Рейдж. И, по всей видимости, 2. Да, минус военный завод, минус Саплай. Хорош Рейдж, хорошее повышение. Ну, а Асус тем временем идет вперед, но он натыкается на бункер. А в бункере достаточно много ракетчиков Рейджа. Ну, 3 штуки есть, и неплохо, в принципе, они тут крошат, эти Скорпионы. Но все-таки бункер вскрывается, пехота закрывается. Токсиновый генерал, конечно, своими танками пехоту очень быстро закрывает. И Саплай, в принципе, сейчас также отлетит. Но дальше все заминировано. Надо быть аккуратным. Вот Асус должен увидеть, что у него танки, в принципе, подрываются. Ну и оверы, слушайте, от Рейджа-то к Асусу подошли. Достаточно близко уже к военным заводам. Здесь есть скорпы, конечно, и сзади, слушайте, зажимают с двух сторон. Вот сейчас бы токсиновый ребелямбуш на самом деле не помешал. А токсиновый ребеля, в принципе, неплохо справляется с танками Чайны. И, слушайте, справа норки закрываются, да, Асус теряет позиции, хорошие, кстати говоря, позиции. Восстанавливается военный завод, восстанавливается Саплай, ну и на центр нужно вновь выходить. Глашник ставит каркас своего Саплая, а Рейдж продвигается все дальше и дальше. Надо военные заводы уничтожать. Все Скорпионы здесь уничтожены. Ставит цель командный центр, да, командник есть. Ну и как же будет сейчас Асус справляться? У него есть Джарман Кэл. Сразу же высаживает пилот здесь с помощью этого самого выстрела этого Джармана. И токсиновый ребеля, в принципе, помогает закрыть оставшиеся юниты Рейджа. И остается здесь ядерный оверлорд под контролем Глашника. И уходит в норку. То есть, ну, что тут получилось? Ну, позиции позакрывал, окей, Рейдж. Ну, военный завод бил, ну, не добил. Один был уничтожен вообще с помощью арт-удара и ковровки. Саплай восстанавливается. Ну и все, а тут снова в игре ему остается теперь только отспамить вновь армию. И на центре также Саплай у Асуса восстанавливается. Рейдж пока на центр не выходит. По ресурсам, ну вот меня вот волнует вот эта вышка. Я не понимаю, почему ее до сих пор верхний боец не захватил. И меня волнует не выход верхнего бойца в ядерную ракету, не выход в филд. Где Нюк Миги? Я этого совершенно не понимаю, почему так
происходит. Ну, видимо, Рейджу это не нужно. Прокидываются мины слева как раз под вышку, чтобы никакой здесь токсиновый ребель-то не пробежал. А справа вышки вообще Рейдж уничтожил. Я не вижу Лотоса также на карте почему-то. Ну, по крайней мере, пока что. Может, она когда-нибудь выйдет. Может, я ее просто не замечаю пока. Но Лотоса нет, ребят. Разжигается стена огня и домики уничтожают заранее. Ставит стационарный гатлинг турель, а справа Asus поставил сапплай и 2 норки сейчас устанавливает. И просто копает справа, копает слева на центре. И на базе у него, в принципе, еще достаточно много ресурсов. Плюс 3 вышки. Шикарная экономика у нижнего бойца. Ну, а Рейдж наступает тем временем своими тяжелыми танками на позиции Asus. Минус на ара. Вот эту, ну, что это, канализация, наверное. Эту канализацию нужно уничтожать. Сапплай раз продается, я думаю, не успеет. Asus, да, не успел, к сожалению, распродать свой ресурсный центр. Рейдж, кстати, вышел на центральной здесь коробочке, да, поставил сапплай. И турель у него также здесь на месте добывает. И уничтожаются последние 2 позиции на центре. Сейчас достаточно близко уже подошел Рейдж к позициям токсинового генерала. Закрываются норки до конца. Здесь не добили, но я думаю, что добьют. Джарман Келл отработал один из оверлордов. И, кстати, вот было бы неплохо возить с собой здесь в пачке труповоз Рейджу, чтобы на тот случай, если выбивается пилот Джарманом, сразу же из труповоза выходит красногвардеец и садится в этот танк. И он дальше продолжает работать. И я слышу воровство денег. Я так полагаю, что это воровство взял Рейдж в повышениях. Джарман Келл позади пачки. Вновь уничтожается пилот. Берет ярость Рейдж. И идет дальше. А тем временем ковровка справа. Ковровка на правый фланг. Вопрос, сколько зданий она сможет закрыть. До конца здесь уничтожаются юниты Asus, я так полагаю. Ну и ни одного здания, к сожалению. Ни одного здания, к сожалению, Рейдж не забирает. К сожалению, для Рейджа, конечно же. Но хотя бы уничтожил рабочих. И временно правый сапплай сейчас у Asus не добывает. Так еще и на центр, слушайте, Рейдж уже второй сапплай ставит. Asus свой потерял. Даже распродать его не успел. Ну вот здесь, как же не хватает здесь труповоза. На самом деле, еще и пост тут выбивает Джарман. Разжигает стена огня. Но до Джармана достать не удается. Он убегает. Злая толпа. Плюс ракетчики. Есть ли грейд? Да, есть грейд на калаши. Минус овер. Опять разжигается стенка. Джарман убегает. Ну и очень хорошо, в принципе, здесь получает от стены огня злая толпа. Ракетчики также уничтожены. И спалился, слушайте, Джарман Келл все-таки. Надо башню пропаганды заказывать, я так полагаю. Да, да, спалился вновь. И все, Джармана закрывают. Кстати, казарма. Рейдж решил сработать через казарму. Все-таки пилотов посадить. Ну, видите, наверное, 2 красногвардейцев просто закажет. И посадит их в оверы. И будет дальше продолжать наступать. Еще ближе к базе Гла. Вновь выходит танк Скорпиона, но он злая толпа, как мы видим, очень хорошо с овером, в принципе, справляется. И опять токсиновый ребель амбуш, так еще и один из оверов себе Asus забирать. И я думаю, что даже справиться с этой атакой оверов все меньше и меньше остается. Так еще и Asus влепил норку сверху, опять на правом фланге. И здесь абсолютно нет юнитов. Бункер слишком далеко. Вопрос, что там есть? Ну, там, наверное, 2 ракетчика имеется. Арт-удар запускает Рейдж, а направо как раз-таки вышла Лотос, которая перехватывает НП. И ставится второй сапплай Asus. Все ближе и ближе Asus теперь уже к позициям Рейджа. И минус черный рынок. Хорошо отработал верхний боец. Ну и все-таки злая толпа уничтожается. 3 оверлорда, здесь бункер, пост, 2 поста. Еще ракетчики подтягиваются. Вот интересная казарма на самом деле. Ну, добавляй еще бункер, я не знаю. Гатлинг ставь, Рейдж. А что такого? Глашник, в принципе, подзажат. Но Глашник наступает на базе Рейджа. Мне уже смешно на самом деле. Второй раз Рейдж пропускает такую нору. Так еще и смотрите, вот. Просто я представляю, насколько сейчас Asus удивился, что вышка не захвачена. И он прямо под вышкой, прямо под носом у Рейджа ставит норку. И она ведь достроится, некому помешать. Прокидывается Эми-бомба. Рейдж пытается отбиться. Кстати, напоминаю, что у каждого из бойцов уже по 5-му рангу подтягиваются юниты. Будет отбиваться здесь Рейдж, хватит у него сил, в принципе, еще и все заморожено. А что выйдет из этой норы? Надеюсь, у Асуса есть какие-то юниты, он припас. И есть, кстати, филд, но, к сожалению, нет до сих пор ядерной ракеты. И мигов, по всей видимости, мы не увидим. Да, филд уничтожается, Лотос возвращается домой и будет, я думаю, пытаться морозить танк Скорпионы. Филд минус, и идет Asus. Дальше справа Рейдж отбивается. Но нужно ехать налево сюда, да, и как-то пытаться Скорпыта уничтожать. А здесь еще одна казарма от Рейджа, и он пытается тут идти вперед. Мины прокидывает.
Верхний боец. Работает Лотос, пытается морозить. Овер подошел. Тут еще одна норка строится. А вот наконец-то. Наконец-то Рейдж увидел свою вышку. Он про нее, видимо, совершенно забыл. Но выходят квады и ракетчики. И ну недолго этой вышки качать. И вышка под снос. В принципе, норы должны закрывать оверы. Но Рейдж решает просто через ковровку это сделать. Просто через ковровку закрывает одну из нор, закрывает квад, и вторая нора также уничтожена. То есть, ну, в принципе, неплохая атака от Асуса, но Рейдж все закрыл. Что же касаемо центра, на центре по-прежнему господствует ядерщик. Справа перехватили, как я ранее говорил, нефтепереработку, и Асус не спешит ее себе обратно захватывать. Здесь уже, в принципе, ну, господствует пока что, по крайней мере, Чайна. И, кстати, есть красногвардеец, которым можно перехватить у Асуса вышку, почему бы и нет, на самом деле. И еще бункер добавляется, гатлинг ставится, дежурят 2 овера, плюс ракетчик и 2 красногвардейца. Но вот такие вот злые толпы, плюс Джарман, они будут эти бункеры очень быстро вскрывать, на самом деле. У них хватит на это сил. Ну и вот Джарман уничтожает пилота, и сразу же красногвардеец садится в овер, и он продолжает функционировать во славу Китая. Перехват вышки, еще ближе Рейдж подходит. Злая толпа отступает, Джарман также уходит. А что по экономике Асус? Ну-ка. Ну, слева 2400 еще качать, справа уже док иссяк, и ставятся черные рынки. А вот здесь вот, конечно, странный выход от Рейджа. Он просто теряет свой овер, да, взрывает злую толпу, но овер свой потерял. Мне кажется, не совсем хорошо сейчас получилась эта атака. Можно было и пока и придержать свой оверлорд. Он очень больших денег стоит. Кстати, Рейдж флуатит довольно неплохо. У него 7, почти 8 тысяч на счету. И предпринимает попытку атаки на правом фланге. Еще один овер подтягивается. Хорошо работает танк Скорпион. Плюс оверы, достаточно мощная техника. Тут Джарман палится. Надо бы выбивать пилота. Скорпионы выходят из норы. Не знаю, справится ли на этот раз Асус. И опять токсиновая армия из-под земли выходит. Ребелямбуш. Один овер забирается. Джарман Кэлл отработал пилота. Ну и уходит Рейдж. Уходит Рейдж, у Асуса 10к флота на данный момент. И, кстати, Рейдж зашел своим лотосом достаточно близко к базе Асуса. И добавляется еще черные рынки, пока не переходит нижний боец в СВ. Ну и все, сапплай слева кончился. Теперь живем только на 2 вышках. И раз, два, три... И все, получается. Ну вот еще 2 добавятся, ну 5 черных рынков. Ну, сапплай здесь справа еще качает. Армия есть на правом фланге. Можно, в принципе, пробовать наступать на Рейджа. Зачем стоять? Можно идти, в принципе. Тут отбиваться-то нечем. Правда, наверное, Асус пока еще этого не знает. И, кстати, 5-й ранг. А вот и скрытая атака. Наконец-то. А я все думаю, когда же она появится. Таксобомбы я не вижу до сих пор. Очень даже странно. Разжигает стена огня, скрытая атака закрывается, и Асус идет вперед. Вот, правда, вот эту арт-платформу он перехватывает, либо уничтожать, она очень мешает. Лотос заходит еще ближе, уже под командный центр. Здесь Асуса Рейдж может сейчас его просто перехватить и оставить Асуса без повышений. Еще ближе подходит Асус, но эту атаку, по всей видимости, закроет. Хватит у Рейджа сил на это. Вопрос. Я не вижу даже вторичной экономики никакой от верхнего бойца. Он живет только на 2 вышках, я так полагаю. На 3, извиняюсь, вышках. А, ну на центре еще. Но тут осталась буквально 1 коробочка. И все на этом. Дальше у Рейджа уже закончатся деньги. Ну, на 3 вышках, не знаю, долго ли проживет китаец, неизвестно. Арт-удар летит. Будет закрывать черный рынок, я так полагаю. И рынок не закрыл, не закрыл Рейдж черный рынок. Не удалось, он будет отстраиваться. А Лотос тем временем перехватила командный центр. Ну, почти его все-таки распродал. Асус, да, успел, видимо. И летит ковровая бомбардировка. Еще 2 черных рынка закрывать, по всей видимости. И получится ли? Нет, не удалось. Уничтожен был ракетчик, радарный фургон, а рынки отстроятся вновь. И вновь отстраивается командный центр. Правда, рабочего сюда не мешало бы провести его с помощью ковровки. Уничтожили скорпы, идут вперед. Но тут много оверов, плюс ЕЦМки, плюс пост-ракетчики. Да и встали они достаточно близко друг к другу. Сплэш-урон большой получают. Перебьют эту армию 100%. Еще оверы уходят с военного завода. С чего живет Рейдж? Ну, с 3 вышек, понятно. Еще пока можно воевать, в принципе. Плюс у него скидка юниты. Асус до сих пор не перехватывает НПЗ. Очень жаль, на самом деле. Все очень близко. Все здесь под контролем. Неужели не хочет Асус себе юниты подешевле? Работает токсиновая нора, но
Очень много оверов. Очень много оверов сейчас. Ну, злая толпа идет вперед. Овер чуть отступили. Здесь сработает Джарман, отработал пилота. И отработал пехотинца. Это был ракетчик, которого можно было овера посадить, но не успел. Рейдж. Слушайте, и неужели сейчас получится все-таки у вас отбиться? Да, Рейдж отступает, слушайте. Рейдж, ну вот злая толпа. Злая толпа очень крутое оружие, но очень жаль, что у Рейджа, ну, нету у него нюк-мигов, а они бы могли, между прочим, очень помочь в борьбе с Асусом. Почему Рейдж их не сделал? Вот просто, почему до сих пор нет ядерной ракеты? Да и у Асуса, в принципе, нету до сих пор скат-шторма, хотя позволяет ему экономика, в принципе, раскошелиться на СВ. Но пока Асус этого не делает. Идут злая толпа вперед, еще поближе сюда к норам, охранять эту территорию, ну, не знаю. Ну вот опять же, нефтеперерабатывающий завод. Асус его не перехватывает. Командный центр перестроился. Да, он уже практически здесь готов. Черные рынки восстановились. В сумме их раз, два, три, четыре. И похоже, что и все. И две вышки. Мне кажется, что Асусу надо добавлять еще рынков. Это 100%. А восстанавливается командный центр. Джарман Келл стоит справа. Ну, можно было вообще, мне кажется, уже зайти на базу сюда куда-нибудь. Или, не знаю, вот здесь где-нибудь перехватить просто... Не знаю, дозер, например, уже энергию поставить. Почему бы и нет, на самом деле. Ну, вот такие вещи, как вот неперехваченный НПЗ, как не поставленный филд и ядерная ракета. То есть работает сейчас без мигов, работает Рейдж. Они меня, конечно, огорчают. Опять ребелямбуш токсиновый здесь отработал. Еще и овер забрали. И минус еще один овер у Рейджа. Рейдж опять отступает. Не получается ему Асуса пробить. Он на правом фланге очень даже хорошо отбивается. С потерями, но отбивается. Ну, техника тяжелая, что ж тут поделать. И, кстати говоря, открывается скрытая атака. Если Асусу что оттуда вывести? Или он просто внимание отвлекает? Ну, пока ничего не выходит. И токсобомба полетела. Ну, понятно, можно... А, ковровка. Ковровка от ядерщика, он перекрывает эту токсобомбу, а токсобомба, ну, под казарму, ну, не знаю, сомнительно, мне кажется, такая токсобомба. Ну, окей, из командного центра сейчас дозер будет долго выходить, ну, не выйдет, наверное, токсины будут мешать, ну, такая себе токсобомба на самом деле. И идут оверы вперед опять на правый фланг. Уничтожается просто нефтеперерабатывающий завод. То есть просто решил его Асус убить. Не стал даже его перехватывать на протяжении уже столького времени. Он этого не делал. Зачем это делать сейчас? Опять ярость у Рейджа появляется на танках. И они сильнее становятся в данный момент. Злая толпа пытается уничтожить танк Скорпион, но Скорпион оказывается сильнее, и также по левому флангу идет вперед. И все. И что, неужели все-таки Рейдж сможет Асуса уничтожить? Оверы достаточно сильные, их много, они идут по правому флангу, уничтожают позиции. Опять отработал Джарман Келл пилота. Но вот из поста ракетчика надо высаживать, конечно же, да. И вновь овер в игре. Есть скорпы, есть овер у Асуса, он его ранее перехватил. Все круто, в принципе, все здорово, но опять Рейдж отступает. Асус теряет достаточно много юнитов. А это Эми или это мины? Это мины под военный завод. Это мины под военный завод, но с помощью Скорпионов сейчас Асус будет делать разминирование. Плюс помогает рабочий. Джарман Келл овер на месте. Уничтожается танк Дракон. Он почему-то просто стоял, Рейдж никак вообще его, в принципе-то, и не использовал. И вот вновь ставится филд. То есть мы уже видели филд, он стоял здесь на базе, теперь это уже второй филд. Мне кажется, Рейдж вообще забыл, просто забыл про эти миги. И летит арт-удар, это на вышку или на черной рынке. Это на рынке. Один рынок закрылся, второй отстроится. Вот вышки бы убить бы Асусу, было бы куда интереснее, мне кажется. Все, установлен филд. Посмотрим, дойдет ли Рейдж до ядерной ракеты. Есть, в принципе, 3 вышки. То есть какая-никакая экономика имеется. Во вторичку Рейдж не переходит. Да я думаю, что уже и не пойдет. Опять вышла черный лотос. И пока юниты просто катаются на базе. Асус также делает передышку. Он просто на базе стоит. Экономит свои юниты. Не хочет идти вперед. Хотя есть и скрытая атака есть. Она, я думаю, что она уже откатилась. Она довольно быстро откатывается. Токсобомба, в принципе, там тоже недолго. Не так уж и много времени. Ну, ждем, чем же все это закончится. Овер пошел вперед. Распродажа пошла. Стационарный гаттинг турели. Вскрывается бункер, который был вообще пустой. И вышел Хеликс. Вот так вот. Вышел Хеликс, улетает на базу. Пробивается тем временем казарма. Еще ближе к филду сейчас Асус ставится тем временем
скрытая атака, ну там есть пост, есть Хеликс, и учится ли там бункер. Бункера пока еще нет, но есть уже готовые 5 ракетчиков. Выходят квады, которые пытаются тем временем закрыть вышку, но мне кажется, что здесь Рейдж успеет спасти ее, а вот тут вышки все. Вышка будет уничтожена. И у Рейджа сокращается экономика. У Асуса хотя бы черные рынки есть. А у Рейджа вообще никакой вторички. У него остается только 2 вышки. Сапплай этот можно уже, в принципе, как и казарму продавать. Ее просто сейчас скорпы уничтожат. Вновь ставится Филд, и Хеликс с ракетчиками идет вперед. И это еще и на минное поле загоняет Рейдж Асуса. Вообще шикарно. Шикарно. Вот это мне нравится. И опять токсиновые ребята, которые нечем контрить. Ну, хотя есть гатлинг на этом Хеликсе, а вот, ой, точнее, на этом овере, а Хеликс собственный, по сути, это овер и закрывает. Ну вот вышли 4 квада, но 2 овера должны вообще на изи справляться, плюс еще под прикрытием Цемки. Цемка можно просто морозить поочередно. Все эти 4 квада, Хеликс уходит. Ну и надо его подкиливать. Можно, кстати, башню пропаганды поставить, просто пускай он тут рядышком стоит, просто висит в воздухе, да, под этой башней. И просто подхиливается. Оверы идут вперед под токсиновую нору. Где же Джарман, пока непонятно. И работает Хеликс. Работает Хеликс слева, также нору уничтожает. И хорошо зашел Рейдж. 2 овера, ЕЦМ-ка плюс Хеликс. Норы закрыты, следующая довольно далековато. И можно левый фланг Асусу выбивать. А Асус тем временем вновь бежит рабочим. Опять же на тот же самый правый фланг. И вновь он уже 3-й раз будет ее строить. Ну и слева позиции Асуса уничтожают. Слушайте, ну вот квад. Ну вот квад. И аккуратно, это же просто байтит. Это же просто выманивает этот Хеликс сейчас Асус. Ну зачем идти под дворец? Ну там же 100 пудов ракетчики. Воровство денег только что произошло. 1000 своровал Рейдж. Но сейчас может быть просто потеря Хеликса. Но Хеликс успевает уйти. Отлично. Успел Хеликс убежать. Но надо уводить его. Уводить на филд. Подхиливать его. Иначе квад достанет. Но квад уходит. Хеликс также успел уйти. И уходит на филд подхиливаться. Остается только один танк, ну это не император, это танк Оверлорд, ребята, хотел сказать император, чуть не оговорился. Хеликс возвращает, у Хеликса 2 лычки, кстати говоря, он сам себя будет чинить. Вот опять труповоза не было никакого пехотинца, чтобы мины прокинул под дворец здесь Рейдж. Не было никакого пехотинца, чтобы вернуть в игру обратно эти оверы. И Хеликс сливается, квады закрываются. Зачем надо было так отправлять Хеликс просто под слив? Непонятно. Лотос на правом фланге идет. Так, еще один Хеликс, но он, по-моему, вообще пустой. Ну, ждем ракетчиков. Открывается скрытая атака, и, кстати, справа Асус дал норку, получилось. А вот скрытая атака сейчас, если там что-то есть, она может просто сейчас зарешать игру. Токсобомба пошла. Пошла токсобомба, ракетчиками будет пытаться здесь уничтожать эту скрытую атаку Рейдж. Но токсобомба прокидывается, но может свои квады сейчас просто потерять Асус. Ну, кстати, появляется овер, который сейчас будет токсины чистить-то. И, кстати говоря, через Эми здесь все замерзшее сейчас у Асуса. Но повышение успел он прокинуть. И Лотос, кстати говоря. Лотос будет воровать командик, я так полагаю. Да, Хеликс возвращается, и овер также работает, и скрытая атака закрывается. Вот, и справа вышку Рейджу убили. Рейджу справа убили вышку, видимо, из норы вышли здесь юниты и убили вышку. И он остался только на одной жить. И перехват командника, Рейдж перехватил командник у Асуса. Да что это за игра вообще такая, ребят? Ну что это за игра? Я вообще ничего понять не могу. Почему вот так, ну как-то... Не знаю, какие-то, не знаю, недоработки, недоделки, невнимательность, арта летит, и вот минус рынок. Хорош, ну 11 строится. Командник потерял сейчас Асус. Вышку будет Рейдж у Асуса сейчас перехватывать. На центре ему вышку уничтожили, ну на базе я имею в виду. Получается сейчас Рейдж будет с 2 вышками. Есть ли юниты? Вот это вот большой вопрос. Вот я вижу один овер, вот второй овер, Хеликс. Где-то Хеликс я слышу, но не могу пока понять, где он. Он справа. Хеликс летает справа, вот проверить бы вот этот вот квадрат этой карты и уничтожить норку, но пока Рейдж, что он делает, мне кажется, он даже и подумать не может, что там какая-то нора есть. Хотя, вот если Асус оттуда выйдет, будет очень печально. Лотос уходит рядом с ней, черный рынок и военный завод. Можно пробовать перехватывать, чем, в принципе, Рейдж-то и занимается. Полетела ковровка. Вот хорошо, что у Рейджа еще есть какие-то такие серьезные повышения, на самом деле, да, что он может сейчас душить и душить через повышение, через лотос, экономику соперника. Вот, пожалуйста, сейчас ковровка будет закрывать черный рынок.
Я думаю, что успешно. Да, минус черный рынок. Lotus продолжает жить. Она сейчас будет пробовать просто перехватывать еще один черный рынок. Ну, вышку Asus себе захватит обратно. А что вообще по экономике-то у нижнего бойца? А у него только отстроившийся сейчас вновь черный рынок. И вот вышку он сейчас себе попробует опять взять. Но Lotus, я думаю, сейчас перехватит обратно. Ну вот опять... А, ну кэшбаунти опять же есть еще у Asus. И, кстати, уничтожение саплая. А Рейдж не успел его продать. Хеликсы пошли в бой, хорошо. Ой, как вовремя Рейдж. Ой, как вовремя эти хеликсы подходят. Ну там один квад, я думаю, что ну не сможет. Ну хотя далековато. Ну нет, все-таки удается Рейджу. Удается Рейджу квад забрать. И еще один Скорпион даже получилось. И что здесь? Ну, вышка под контролем все-таки Asus. Еще и воровство денег у Asus сейчас произошло. То есть Рейдж ворует. Вышка под контролем нижнего бойца. Черный рынок был отменен с помощью Лотоса-то. И вновь перехват командника. Но токсиновые ребеля. Токсиновый ребелямпуш и Лотос закрытый. Командник будет жить. Открывается вновь скрытая атака под командный центр. И есть хеликсы. Есть хеликсы, которыми можно закрывать. Овер тем временем отрабатывают юниты. Плюс еще и пост есть, кстати говоря. Есть и ECM танк. Отрабатывают юниты Асуса. Опять забегает рабочий здесь на базу. Ну вот, надо закрывать. Надо закрывать скрытую атаку. Хеликсы, ну, не решается, кстати говоря. Ну, тут... А, еще и подмины, слушайте, открыл. И сразу же сливаются эти ребята. Сразу же слились. Тут же минное поле было. Ха-ха, и как же неудачно. Ну, оверами сейчас просто закроет. Хеликсами не решился, побоялся, что квады выйдут. Хеликсы бережет свой рейдж. Вышка. И почему-то... И Asus... Все, да. Asus сдался. Все-таки рейдж. Все-таки рейдж взял эту игру. То есть, на самом деле, вот просто Asus остался без экономики как таковой. Юнитов нету. Спамить, по сути, там уже не с чего было. Денег нет. Но, тем не менее, согласитесь, ребят, что бойцы-то серьезного уровня, действительно серьезного, но какие-то вещи, вот командник Asus отдал свой, да, вот не успел его продать, не перехватил НПЗ тоже. Рейдж, например, где ядерная ракета, денег Миги, я не знаю, конечно, когда ты сам играешь, это все очень тяжело, и где-то не хватает контроля, где-то хладнокровия, все это понятно, но тем не менее, бойцы серьезные, и такие вещи, которые были допущены, как мне кажется, наверное, недопустимы, но не будем судить. В принципе, бой получился достаточно насыщенным и не в одну калитку. То есть все-таки было непонятно до конца, кто же победил, но Asus, ввиду, наверное, отсутствия юнитов и экономики, ну, наверное, главных два критерия, которые просто побудили его сдаться, Рейдж берет это сражение. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и пишите комментарии. С вами был Алекс, играйте в генералы.